Ого-го-го. Вот это рассвет. Кстати, первый рассвет в Халонге. Вау. Время 5 утра. Надо поспать. Буквально осталось часа 4. Нам надо переезжать в новую хату. Мне как бы и спать хочется. С другой стороны, хочется стоять и смотреть на эту красоту. Просто здесь вообще какое-то фиолетовое небо. Я погнал спать. Всем доброе утро и приятного просмотра. Я надеюсь, это видео будет интересным. Итак, снова под рюкзак. Тяй. Йоу, доброго утра всем. Как дела? Нормально, собираемся на новую площадь жилую. В соседний дом переезжаем. Да, мы так близко еще не переезжали. Сегодня погода вроде хорошая. Рассвет вы уже видели, вообще бомба. Но сейчас все равно как бы облачно, но это даже хорошо. По ощущениям на улице такая баня. Максимально влажно, максимально жарко. Поэтому пьем горячий чай. Выписываемся. В теннис мы так ни разу и не сыграли. Я уже и забыл, как это солнечная погода. Когда жарко прямо. Увидел сейчас с балкона, что фуникулер уже работает. Вон она едет. Короче, поедем сейчас, прокатимся, наверное. А что делать? Надо как-то бодренуться. То мы проснулись сегодня, наверное, часов в 10. Около того. Вот мы снова вернулись в первый дом, куда нас не хотели заселять с самого начала. Ох, одну ночь будем здесь ночевать. Опачки. Да ладно, у нас что, тут диван есть? Блин, почему мы создаем себе такие комфортные условия? Здесь слишком комфортно, бро, у нас теперь есть диван. Да мы отсюда никогда не выйдем, если у нас такое повышение уровня комфорта будет. Что дальше? Дальше уже шезлонги пойдут и это... И барные стулья на балконе. Ну, балкончик тут попроще такой, видишь? Попроще, согласен. Ну, нормально все. Ну что, в целом комната здесь даже уютнее, чем наша другая. Друзья, у нас проблема. Мы тут с Митяем обнаружили, что у нас в этом номере не так шикарно. Не так шикарно, как должно быть. Ванная уже не так шикарно выглядит. Кто-то мыл пятки 5 минут назад свои. По факту реально кто-то 5 минут назад здесь жил. Самое интересное, что вот эта конкретно комната, возможно, сейчас мы узнаем, она будет стоить дороже, чем прошлая. И как бы тут вопросики. Почему не так шикарно? Что, мы уже на улице, здесь немножко ветерок такой поднялся. Надеюсь, что успеем до дождя, потому что сегодня по прогнозу будет заливать где-то часа через 2-3. Обещали грозу и ливень опять. По планам, как обычно, позавтракать и поедем искать вход на фуникулер. Прокатимся, посмотрим оттуда закат. Хороший этот домик. Мистер Кима мы так и не увидели, но жилище заценили. Готов? На стиле, да. На стиле. Все, погнали хавать. Самая дешевая вьетнамская кафешка. Суп Побо. 35 донгов стоит за тарелку супа. Митяй вообще запарковал такое место, хотя для меня типа окей. Ну, поесть в обычной вьетнамской столовой, где едят сами вьетнамцы в целом. Окей. Приятного аппетита. Всем быстренькому хаваю и едем в следующее место, где будем Митяю теперь искать еду. У нас какое-то раздельное питание получается чуть-чуть. Прикончил быстро тарелку эту. Тарелочка Фубо просто ставят на ноги. Идеально. Прям вот супчика жиденького не хватало такой еды. Вторая точка — это едальня по митяевским вкусам. Едальня, смотрите, с каким сервисом. А ты умеешь выбирать кафе, бро. Ходишь, да. Тебе сразу бонг и табак. Мне нравится вьетнамский сервис. То есть еще даже не дошел туда, где заказывать еду, и сразу на заходе берешь себе банг. Такой здоровый. Я уже с Шекером как-то раз покурил такой банг. Меня потом затошнило, замутило. В общем, это реально мощная штука. Я не знаю, что за отвар трав они туда засовывают. Похоже просто на табак на самом деле. Ну давайте посмотрим. Абсолютно культурная как бы тема, абсолютно бесплатная. Ну выглядит это как обычный табак, и по запаху тоже похоже на обычный табак. Но, здесь но. Я не уверен, что этот табак чем-то не пропитан. Ну, он настолько сильно штыривает, что я не верю, что это просто растет какой-то лопушок. Хотя трава тоже растет просто как сорняк.
Да, поэтому все возможно в этой жизни. Я взял себе банми с яйцом, еще догнаться после супчика. Бро, ну что ты курить-то будешь? Табак этот? Не, я не буду его курить. Что ты зассал? Я по легенькому вот сигарету закурил, что-то я... Ну давай попробуем. Лодки залежавшейся махорки из бабушкиного шкафа. Я буду покуривать мега зажигалкой. Ну давай попробуем. Тяни, 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 тяни. Выдыхай, бобер, выдыхай. Ну, на самом деле легенький табак. Нормально? Да. Пена изо рта пошла, затрусила. Так оживенным. Дергаться в конвульсиях. Курящим все равно. Давай, допаливай этот колпак. Правильно, да. Рекомендуешь? Ну, не знаю даже. Для меня все-таки крепковат. Фу, я аж вспотел. Так, ну что, у нас продолжается-то наш день, на самом деле, который стремительно подходит к концу. Нам надо на фуникулер двигаться. Он прямо здесь неподалеку находится, так что нам буквально минуту до туда ехать и, наконец-то, уже покататься на этих кабинках, хотя бы на них. Эх, бонги, бонги, бонги. Представляете, я уже практически полгода не курю табак. Офигеть, время летит так быстро. Мне даже не верится, что это, кажется, что это было настолько недавно. Вот я снял этот видос, где я на сабборде плыву по реке, и я еще живу у Иисуса. Мы бросаем всем домом курить, и прошло уже полгода. Бро, время летит просто так быстро, что скоро помрем. Надо успеть что-то сделать, хотя бы что-нибудь. Давай хотя бы прокатимся на канатной дороге. А вот и канатная дорога. По идее, вот старт отсюда. You can give your motorbike inside. Окей. Car, окей, thank you. Мы, короче, заезжаем на парковку в парк. Блин, это вообще неожиданно. С этим парком. Билет на чисто на канатную дорогу стоит 380 донгов. Мы, если возьмем комбо, типа, на все сразу, то это намного дешевле получается. А если в этом парке не работают гребаные американские горки, то нахрен он нам не нужен этот В принципе, да. Смотрите, они идут уже с зонтиками. Здесь становится жарко. Так, вот это дорога на фуникулер. А смотри, а вон американские горки. Шли-ка, пока мы здесь, узнаем, работают ли эти американские горки или нет. Короче, эта вся зона, это не парк, это бесплатная зона. Это бесплатный парк, как бы пре-парк. Вон к тому парку аттракционов, который находится за забором. Колючим, причем, смотри, с шипами. Неплохо, здесь даже музыку накладывать не надо смотреть, джаз сам по себе играет. Фонтаны с колоколами, драконы. Опять эта горка, она опять попадается нам на глаза, она повсюду, потому что она такая большая, и она так манит, чтобы на ней прокатиться. Ладно, идем узнавать за канатную дорогу. Королевская кабельная машина. Вот, смотри, тикет-каунтер. Почему никого нет? Можно так просунуть руки через окно, выбить себе билеты. Ну, мы гуляем, в общем, мы как бы чисто не спешим. Кондей. О, вот это вот здесь сразу стало прямо так прохладно. Давай вообще здесь жить. Да, разбиваем тут. Даже не то, чтобы хочется заходить и вникать прямо вот в это все. Это чисто прям, ну, сувенир, ширпотреб. То есть, что здесь можно купить? То же, что, наверное, на любом курорте. Какие-то ракушки, на которых написано Ялта 2022. Гавайские рубашки на любой выбор. Шмотки, кстати, у них здесь все синтетические. Да, вот на ощупь, блин, жесть. Я даже такое бы не наделал. Она очень мерзкая. В центре событий. Да, это удивительно, что, смотри, наверх нет эскалатора. Эскалаторы спускаются только вниз, а наверх пешочком. Но внизу там бабушка в инвалидном кресле была. Как она может насладиться вторым этажом? You speak English? Yeah. Oh, can we ask something? We wanna visit cable car and we wanna ask about Dragon Park. Do I want to go to the big ride at the Dragon Park? Yeah, White Circle. Короче, пытаемся выяснить. Мы, оказывается, опять пробрались куда-то. Она за нами бежала, говорит, вы куда, вы что? Билеты не купили. О, карта парка. Кстати, он не маленький оказался. Короче, мы все тут разузнали. И американские горки работают, и колесо обозрения работает. Еще внутри есть комната страха, за которую нужно доплачивать за посещение Dragon парка. И за то, чтобы прокатиться на вот этой канатной дороге, стоит 500 донгов с человека.
Окей. Итак, мы объявились. Теперь, далее. Так, подожди, мы вообще не планировали сегодня в парк. Получается очень странно, когда мы не планируем, мы тут сюда попали, а когда планировали, Мы не могли сюда попасть. Это мистика какая-то. Ну, в общем, так получается, что сегодня будет день парка аттракционов, и мы идем в Драгон Парк, и я надеюсь, что там все будет работать. И у нас, бро, не так уж и много времени на то, чтобы всем этим позаниматься. Так что сейчас идем, ну, сразу на американские горки, я так полагаю. Пойдем, все. Витяем идем, я говорю, у меня нож с собой в кармане. Витя говорит, у меня тоже. В парк драконов идем. Я хочу быть с оружием, если я нахожусь в парке драконов. Ну, такая, знаешь, адвенчур, музыка торжественная. И вот сейчас... Кин такой же, как на Винперле. То есть биометрию снимают, я не знаю, либо делают фотографию, чтобы мы могли проходить просто. Ваши биометрические данные записаны. И мы попали внутрь этого парка. Там же динозавр розовый какой-то бегает, пугает детей. Как только мы пришли, реально, они, динозавры, испугались. Такие красивые дракончики стоят на входе в парк. Очень прикольно, кстати, сделано. По дизайну 5, все нравится пока что. Дракончики, встречайте нас. Сейчас мы будем кататься на ваших аттракционах. Короче, решили зря времени с Митяем не терять и идем на самую страшную ебанину, которая есть в этом парке. Сейчас время 3 часа дня. У нас осталось всего лишь 3 часа на то, чтобы покататься здесь хотя бы на чем-то. Потому что в 6 часов парк закрывается. После 6 мы поедем на кабинках на колесо обозрения, потому что оно работает до 9. Вот они, наши родные. Почему же никто не катается на этой горке? И почему нам сказали, что они 100% работают? Пошли искать вход на эту хрень. Что-то мне уже стрёмно немножко, смотря на эти горки. Да ладно, бро. У меня есть такая штука, что от высоты, ну, как-то, в общем, кружится башка. У меня тоже. А разве, подожди, фишка всех этих аттракционов не в том, чтобы там проблеваться и закружиться на максимум просто? Я думаю, что это скорее больше адреналиновое. О! Блин, она работает, реально. Давай посмотрим, так. Да ладно, чего вы кричите? Там не настолько уж накал страстей-то. О, нифига себе, вот этого я не ожидал. Прямо вот так. Прикол! Короче, я так понимаю, что снимать с этой горки вряд ли разрешат, потому что там все держатся за поручни. Я не знаю, как мы теперь запишем-то наши эмоции. Так, давай сначала посетим вот этот аттракцион под названием «Сортир». Как-то нужно быть готовым к этому, да. Сортирчики, кстати, здесь неплохие. Смотрите, как чистенько, опрятненько. И даже с видом на вот эти вот американские горки, чтобы прямо во время своих дел можно было еще немного подосрать, смотря на то, как кричат приезжающие мимо люди. Итак, заходим. Dragon Run. Драконий забег. Где бы мы могли еще встретить белых людей, если не в этом парке? Целая туристическая группа. Вон там. Европейские вижу или русские. Что нужно знать? Страх высоты. Я не подхожу уже. О, а ты можешь по росту не подойти еще. Сколько тут? Смотри, под таблетками нельзя. Никакой барбитуры инвалидам нельзя. Голова кружится? Пошел отсюда. Бухие тоже здесь не приветствуются. Беременные женщины с пассажирами не приветствуются. Короче, если плохо себя чувствуешь, лучше вообще сюда не врываться. Что, смотри, ключи, очки, телефон. В смысле? Они должны будут дать нам какое-то видео тогда с вот этой всей поездки, потому что... Я не знаю даже, как поступить. Можно разве что может договориться, попросить кого-то, дать телефон. Внутрь нам не разрешат ничего с собой принести, так что одна надежда на то, что нам какой-то видос скинут, как мы едем. Так, ну что, погнали. Короче, она говорит, что ничего нельзя, ни очки, ни телефоны, ни хрена. И говорит, вы можете закрыть их вот в этом сейфе за 80 донгов дополнительных. А можно вот сюда просто рядышком положить? Блин, вымогатели. Пришлось купить этот сейф. Ну все, скидываем шмотки. Почему я не могу это все снимать? Скоро вернемся, будем все рассказывать, делиться первыми впечатлениями. Как-то так, наверное, получается. Это просто жесть. Короче, мы катнули. Я даже не знаю, каким словом это все описать, вот это вот то, что сейчас произошло. Сейчас попробую. Давай на раз, два, три одним словом опишем вот то, что сейчас было вот это в начале. Раз, два, три. Пиздец.
Просто это было жестко, блин, народ. Это реально, у меня аж рука колотится до сих пор. Митяй сидит, у него капли пота эти текут, ладони скользят по этим перилам. И отстегивается. Это было супер стрёмно. Вот самое страшное, это было, когда нас сверху вниз просто мы поехали. Да, дальше уже как-то было терпимо, но... Блять, это того стоит, это 100%. Да, с петлями тоже классно, с вот этими писец. переворотами. Первый раз в жизни я на такой штуке катаюсь, теперь я знаю, что я буду фанатом этих горок, и я хочу кататься еще на более больших американских горках. Я не знаю, где есть еще более большие. Есть больше, есть. Так что положен, так что нормально. Так. В общем, мы сейчас идем искать второй по величине аттракцион какой-нибудь, катаемся на нем. Если после вот этого второй аттракцион будет полным говнищем, то мы идем еще раз на американские горки, только хотим в этот раз сесть спереди, чтобы прямо, ну, как бы полный спектр вот этот ощущений, потому что когда кабинка наклоняется вниз, вот это, мне кажется, самый... Это самое стрёмное. Да. А мы сидели где-то посередине, и как бы немножко, ну, тоже стрёмно было, но, блин, впереди хочется попробовать, пока мы здесь. О, смотри! Может, на качелях? Кстати, это тоже адреналиновая штучка. Она да. петлю. Петлю, бро, наверное, нет. Но пойдем посмотрим. Они как бы сказали, что телефоны нельзя, но по факту мы сели, нас никто не обыскивал. То есть в теории я могу на ходу достать телефон и попробовать это как-то, типа, я не знаю, снизу подснять. Но там такая скорость, что это реально просто опасно выронить этот телефон из рук. Слушай, ну смотри, что у нас есть. Вот это, это шляпа. Вот эти качели, там как бы, ну чуть-чуть можно какого-то адреналинщика словить. Ну давай, раз уж мы здесь. О, смотри-ка, подожди. Идем сразу дальше. Там впереди что-то похожее на то, что мы уже полюбили. На то, что мы любим. А любим мы полную жесть. Вот это, конечно, чисто детская развлекуха. Ну, кому вот это на самолетиках летать? Я уже с Винперла снимал видос, мы там что-то с Юлей на этих самолетиках, ну, как покерфейс какой-то, реально. Не удовольствие, а разочарование. Вот они, еще одни красные. Не такие уже жесткие. Они что, кверх ногами будут нас здесь катать? Кстати, не такой уж и маленький парк, как мы предполагали. Но я больше чем уверен, что если он работает до 6 вечера, если сюда прийти где-то в обед, за 5 часов здесь можно все посмотреть. Тем более, как вы видите, здесь нет народу-то вообще. То есть очереди практически нулевые. Называется это Чанг-Ронг. Little Dragon's Flight. Как бы, честно сказать, я уже с трудом представляю, что меня что-то удивит. Сантьяго. Развлекуха номер 2, вон они уже катаются. Выглядит прикольно, то есть такие подвесные сидушки, как бы. Вот эта монорельса, она, походу, идет через весь парк, я вообще так понял. Очень медленно двигается. Обзорная какая-то штуковина. Вон там, смотри, что это такое. Какая-то лодка поднимается вверх. Ага, надо будет сходить посмотреть. Давай на нее следующую тогда. Сейчас пока что телефон не буду палить, попробую снять хотя бы на этом аттракционе. Давай, держись, Митяй, крепись, ты сможешь. Страх высоты. Так, ну все, я думаю, телефон уже можно доставать. Здесь уже 130 сантиметров, максимальный рост. Митяй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты, блядь! Я думал, она детская! Нет! Ну что-то нормально? Все кайф, все четко. Все живы, здоровы. Это было не менее быстро, чем прошлая горка. Но телефон, в принципе, безопасно держать, так что... Я, на самом деле, четенько так спрятал телефон, чтобы не было никаких вопросов. Вся вот эта поездка длилась, наверное, секунд 40, мне кажется. Не очень долго, но очень быстро. Жарко очень. В какие-то моменты по скорости, мне кажется, похоже было. Но по адреналину и по высоте, конечно, та белая, она здесь на первом месте. Ну, смотрите, это тоже не маленькая. Нормально просто. Просто мне кажется, вот на их бы месте нужно этих горок круга по 3 запускать людей. Вот да, чтобы они проехали. Пойдем посмотрим, что тут за лодку запускают. И мне кажется, что у нас сейчас по времени будем ориентироваться, в общем. О, что-то это такое масштабное, морскопрогулочное. Мне кажется, что здесь уже экстрима не будет, но будет красиво.
Ну чё? Они как бы говорят, никаких камер, но по идее как бы пофигу. Да, это, видимо, так формально. Да. В курсе, что мы сейчас едем с целой лодкой детей? Да? Ну, мы сами дети. Было бы забавно, прикинь. Такая полная кабина детей, тут стоит мокрый. На последнем сиденье мы. Блин, парк аттракционов это здорово. Возвращают в детство, особенно, ну, как бы мы вообще среди детей здесь находимся и всякое такое. Уже забыл вообще про то, что вчера что-то было, вот все, перебивает вообще все, что происходит. Да, классно, и день выдался. Да. Крутые эмоции. Трясущаяся баржа. Здесь уже никто не пристегнут, Митяй. Надо хорошо держаться. Ой, я не ожидал, что, блядь, настолько будет мокро. Не ожидал? Мне кажется, последние сидушки это было опрометчивое решение сюда вообще садиться. Ну, у меня такие ботинки, на удивление. А, так он на второй заход нас ведет по внутренней. И она еще выше чуть-чуть, чем первая. Бро, ну мы уже мокрые, уже ничего не поделать. Нечего. Надо будет где-то это. Переодеться можно. А во что переодеться? У нас нет одежды. Ну что, погнали еще разочек. Все, держимся. Мне уже пофигу. Может быть, мы вообще в аквапарк уже Не, попали. аквапарк это отдельная какая-то история. Прикольно все равно, мне понравилось. Блядь, что-то с водой, у меня глаза щипят, бро. Ну, хлор там мне, наверное. У меня красные глаза. Так краснеют с каждой секунды. У меня нормально. Интересно, а есть у них фен? Бро, я не знаю, но я думаю, что нам нужно на американские горки, чтобы посушиться. Окей, теперь как-то так. Там были все предупреждающие, блин, надписи, кроме той, которая говорит о том, что, блядь, я выйду оттуда насквозь мокрый. Ну что, время 4 часа, то есть мы за час успели покататься уже на 3 горках, и, в принципе, у нас еще осталось 2 часа до закрытия этого парка. Ну что мы еще можем в этом парке такого найти? То есть здесь есть вот этот человый как бы фуникулер, желтая вот эта монорельса, который везет через весь парк. На мой взгляд, скучная штучка. Это если прям совсем уже делать нечего будет. Хуй, блядь! О! Ну и в целом получается все. Остались, бро, только качели, где мы можем чуть-чуть еще немножко адреналина хапануть. А вот смотри, эта лодочка, видишь, как она проплывает? Она плывет под этой скалой. То есть, смотрите, чисто романтик. Парень с девчонкой там плывут, тра-та-та, и как бы все дела. Ну, в общем, не наша история вообще это. Ну вот качели, это, в принципе, вот это как бы ощущение щекочущих яиц, как бы, оно, это как раз про эти аттракционы, где вот так жух, сверху вниз падаешь. Ощущение свободного полета, да. И все, и, собственно, дальше по второму кругу мы пойдем на американские горки, куда я в этот раз попробую уже попасть с телефоном. Есть там комната страха дополнительно. Слушай, ну чтобы в комнату страха пойти, нам нужно сначала банку опустить. Да. Иначе мы не испугаемся. Ух, такая эпичная музыка, прям как на это в последний путь идем. Ну что у нас здесь? Че, давай в самый конец мы туда сядем, повыше будет. Залезть. А чё? Оно подгибает. Ну что, погнали. Да, вот эта щекочущая история сейчас будет. Я люблю эту тему. Йо, бро едет с нами. Так что у нас теперь 3. Может, мы его с собой даже на американские горки возьмем. А? Руста? Yeah. А вот, ну, горка? Ну, не знаю, бро. Не понял, да, что? Ну, да, Не понимаю вообще. остался там. Да, Google не помогает. Он на вьетнамском. Он все-таки попросил, не снимай, говорит, телефон, хотел мне его отнять. Да, и он все равно сейчас смотрит на тебя. Что Да. И такой, блядь, пишу штраф, выписываю. Сильно, да, раскачивается? Бро, да не сильно, не, вообще не сильно, как бы. Нормально пока так. Нормально. О, Вов, уже чуть-чуть что-то начинается. Да, мне да. Сейчас, подожди. Вот она. Ой, блядь. Подожди, это пока не серьезно, бро.
сейчас. Это как это, да? Свободное падение. Оно сейчас будет 360 крутить нас. Причем серьезно? Нет! Да, бро, я сказал, да, бро, держи, сейчас начнется. Еще выше. Ой-ой. Держитесь! Ребята, держитесь! Но впереди не должно быть, больше не должно. Подлетаешь на секунду, отпускаешь руки-ноги, а ты не подлетал. Представляешь, все начнут с двух разных концов блевать на друг друга. На нас. Мы тебя... Тормозим. Да, уже как-то уже не смешно становится даже. Меня в натуре укачало. Меня тоже укачало, меня что-то подташнивает. Да, такая же тема. Нет, бро. А где пакетики на всякие? Я не знаю, бро, меня тошнит. Фу, вдох-выдох. Фу. Фу. Да, подукачало. Давай посидим немножко на лавочке, может. Знаете, вот уже качели уже, они вот еще бы чуть-чуть, и было бы совсем плохо. То есть сейчас такое ощущение на грани, когда веселье уже куда-то переходит уровень тошнотворного чего-то такого неприятного. Народ, напишите в комментарии какое-нибудь упражнение для вестибулярного аппарата, чтобы можно на таких горках было кататься и не ощущать вот этого укачивающего дискомфорта. Вот они, ребятки, поехали. Вот это то, что сейчас будет, это самое страшное на этих горках. Реально, вот это, бля, мне даже отсюда уже... Ох. Да, вот это стрёмно. Дальше уже как-то привыкаешь и кажется, что ну ладно, а что уже ничего не поделаешь. Как бы да, уже ничего не изменишь. Пристегнулись, остается только держаться и смотреть по сторонам. Ну, очень хочется снять это хотя бы вот с какого-то вот такого вот ракурса. Там перегрузка чувствуется, ну, конечно, не как в стрепителях, но ощутимая. Для меня это были какие-то новые ощущения вот этого свободного падения. Две первые горки не были такими утомляющими, как эти, блин, качели. Все, больше на качелях не хочу кататься. Только американские горки. Как так получается, да? От ощущения эйфории до ощущения тошноты всего лишь одни качели отделяют. Эти парки аттракционов высасывают, конечно, энергии, просто грандиозное количество. А после этого нам нужно будет уже потихоньку на канатную дорогу идти на колесо обозрения, еще кататься. Водичка поправляет. Ладно, сейчас минуточку еще. Еще минуточку. Пойдем. Мы немножко передохнули, выбираемся обратно в парк. У нас остался час до закрытия, то есть время сейчас 5 часов. Лучшее решение будет пойти еще раз на американские горки, попробовать в самый первый ряд, короче, попасть, ну, чтобы вот по-настоящему вот над пропастью, короче, сидеть. Ну, и попробую это все поснимать. Телефон в этот раз я не буду сдавать. Кстати, уже почти высохли после лодочки. Да. В общем и целом, по поводу парка, в принципе, уже могу какое-то впечатление рассказать, что в целом классно. Ну, то есть, это единственный парк во всем этом городе, и не посетить его, это просто упущение. Да. Потому что один разочек вот эти все эмоции получить, вернуться в детство, хотя я не знаю, как можно назвать детством вот эти, блядь, горки, которые раскачивают так, что мама, не горюй. Я уже когда подхожу к ним, мне как-то не по себе становится. Само стояние в очереди еще на эти горки, оно немножко такое. Ты стоишь, что-то полчаса, тебя проводят через какие-то коридоры, проводят какой-то инструктаж, и вот это все нагнетает ради того, чтобы потом секунд 40 все это длится, и все, и конец. Ладно, сейчас проверим. Телефон сныкаю, чтобы никто не спалил. Все, мы, короче, стартуем, мы уже сидим на самых первых местах. Блин, у меня мотор колотится просто. Погнали, погнали! О, бля, сейчас начнется. Бля, ребята, зачем я на это подписался? Второй раз. Мы на переднем прям сиденье, то есть сейчас мы будем... Ох, это идея, я, наверное, я не знаю. Зачем я на это согласился? Я надеюсь, мы выживем. Нет, пожалуйста. Ох ты ж! Ох, ебать, блядь!
не конец! Это не конец, это конец! Это конец! Это конец, бро! Ах ты, блядь, это не конец! Это было люто. Это было люто. Мы выжили. Реалайм, все норм. Это было жестко. Я держал телефон, просто вцепился в него, как орел, в свою добычу. И это было реально мега адреналин. Просто невозможно, короче, контролировать эмоции на такой скорости. Потому что реально страшно, блин, что мы вылетим. Особенно после просмотра фильма «Пункт назначения», когда там был моментик вот скользкий такой с открученными болтами. Хорошо, что это не индийские, а американские горки. В общем, 10 вьетнамско-американских горок из 10 вот этой хреновине. Кстати, разница очень большая. Едешь ты на переднем ряду или чуть-чуть сзади. Потому что, то есть, машинально, мне кажется, у меня глаза просто закрылись. Типа, знаешь, такой, все, я в безопасности, а потом открывается и такой, бля. Я открытыми держал специально все эти петли, но страшно, да, бывают, они просто закрываются автоматом, да, как бы. Кстати, меня перед горками мутило после качелей, и вот этот вот адреналин, он просто перебил все. То есть сейчас вроде бы чувствую нормально, но мне кажется, что все-таки посидеть. Главное не посидеть. Бро, мне кажется, что нам недостаточно страшно было на этих американских горках, и нам придется попробовать местную комнату страха. Видимо. Смотри, что там. Стоит 60 донгов с человека. Взяли мы 2 билетика. Перед уходом, так сказать, еще, зацените вообще, насколько это может быть страшно. Друзья, если у кого-то был опыт комнат страха, напишите в комментариях внизу, какие самые страшные реально были комнаты страха, которые вам когда-либо удавалось посещать. Я первый, то есть, буду. Бро, давай, заходи. Я сейчас вызываю. Ой-ой-ой. Блять, это у него что, какой-то... Подожди, оно подсвечено вообще будет? Не знаю, короче, не вижу. Бро, вперед, по ходу дела. Подойди вот сюда. Вот прям к этой штуке подойди. Ты думаешь, выпрыгнешь? Да, подходи, чтобы она выпрыгнула. Бро, это кукла, давай, подходи, сработает этот механизм. О, блядь. Блять, эта бабка не работает. Эй, вы в порядке? Бабка уснула. Какие-то страшные криповенькие куколки. Не, мы не боимся такого. Бро, не уходи далеко, мне стрёмно домой идти. Так, ну ладно. Ох ты, блядь. Бро. Ну, арт-объекты пока что на 60 донгов не тянут. С этим Дракулой что-то не то. Смотрите, он плоский. Посмотри, здесь смерть новогодняя. Почему мы смеемся? Почему я не чувствую страха в этом месте? Идем дальше. Смотри, тут ловколары. Мне кажется почему-то, что здесь должны они двигаться или издавать какие-то хотя бы звуки. Почему оно не работает? Должны, да, это аниматроники. Это аниматроники? Да? О, блядь! Сука! А можно на него попытаться одеть? Вначале не сработал датчик движения, там должна была выпрыгнуть кукла. Блин, наверное, давай, может, еще раз пройдем? Ну попробуй. Потому что это уже, смотри, выход. Вот этот, он тоже должен вставать из гроба. Давай мне их кажется. активируем. Попробуй просто приподними его, помоги Дракуле. Блять, он такой страшный. Это кукла точно? Это Влад цепишь, давай, помоги ему встать. Влад, вставай. Влад, вставай. Да это резиновая херня, куда он встанет? О, бро, ты активировал эту бабу. А что ты сделал? Ты какой-то... Да, потрогал. Мы не активировали еще эту женщину. К ней нужен особый подход, Митяй. С ней договориться. Она не хочет. Заткнись, блин, ты... Хватит орать.
Вот, все. Слышала тебя. Ну хватит, ёпта. Все, пошли отсюда, блядь. Это женщина истерики включает. Я не могу это слушать больше. А ты почему-то видел, смотри? Да. А смотри, здесь их сколько, вот они висят. Можно откусить их голову, как узелком. Ну, в общем, самое крутое в этой комнате страха, это, конечно, беззубный оборотень. Ее нужно немножко пощекотать, как бы. Я, кстати, тоже за руку его взял тогда, да? Ну, Эй! Блин, мне кажется, что Здесь какой-то есть... Блядь! Да успокойся ты уже. Хорош, успокойся. Ничего не видно. Блядь, а вот тут еще тоже, смотри, в кровати. Настоящую красавицу. Нужен остеопат, у нее там плоскостопие, походу. О, слышишь? Ребенок плачет. Да. Ребеночек плачет. Да. Ребят, мы это где-то там. Какие страсти. Висят эти, да. Это кожаное лицо, кстати говоря, из техасской резни. А кто смеется? Кто-то там смеется. Я вот сверху. Подожди, это еще не конец. Мы думали, что... А вот здесь кто-то смеется. О, Ни хера не видно. ни хера не видно. Это как будто музыка подводит нас к концу, да? Все, мы пришли к выходу. Ну что я могу сказать? В целом, это была прикольная комната страха. Один раз мы были в Индии в комнате страха, и это было примерно вот плюс-минус то же самое. Ну, то есть декорации, как будто собрали со всего города хэллоуинские декорации и поместили это все вот сюда в клетку. Ну, в целом, как бы 60 донгов можно через это пройти. Да, по Чисто приколу. как экспириенс, Да, по приколу. Мы поржали, в общем говоря. Смеялись. Надеюсь, вам тоже понравилось. Уже начинает вечереть потихоньку, близится время к 6. У нас сейчас есть минут 20-30, чтобы забрать наши вещи и пойти на фуникулер. И с 6 до 9 у нас есть 3 часа, чтобы прокатиться, посмотреть на этот город свысока. Наверху потусим. Я надеюсь, что колесо обозрения работает. Не, круто, что мы зашли в комнату страха. Это, знаешь, это как бы подзавершило, так сказать, адреналин, подсбило вот этим смехострахом. Я не знаю, как это назвать. Разрядка такая, Да, как да. сказать, от адреналина после этих горок безумных. Как раз поржали немножко, там поактивировали этих кукол. Что, прикольно было. Только что карту изучили, мы покатались на всем самом крутом, кроме Тема. одной вот этой горки типа паровозик, я думаю, что детская. Вот здесь в парке не были. И, по сути дела, не прокатились на вот этой лодке еще. И еще мы не прокатились на самом длинном аттракционе, но не самым, может быть, адреналиновым. Это через весь парк, вот эта синяя линия, это идет монорельса. Я не знаю, сколько по времени она идет, может быть... Но она очень медленно двигается, потому что я сейчас попробую ее найти. Да. Вон она, эта монорельса, желтая. Это как И- бы обзор, да? Это чтобы да, посмотреть это весь чисто парк. детская такая штука с бабушкой, там, с детьми. В кабинке через весь парк проехаться и посмотреть, как бы, что здесь вообще есть. Получается, что мы сюда зашли в 3 часа дня, парк работает до 6, то есть мы за 3 часа успели покататься на всех самых классных аттракционах этого парка и плюс-минус посмотреть большую его часть. Можно час в обед приходить сюда, и до 6 стопудово вот вы закроете просто все горки и даже по несколько раз на них покатаетесь. Но опять же, это все зависит от того, в какое время вы будете здесь находиться, потому что сейчас off-season и очередей практически нет. Мы вот так проходим раз-два. А если это будет сезон, то здесь в очередях на одни американские горки можно стоять час. Представляете? Все, выходим из парка.
Thank you very much. Thank you very much. Вот эти, кстати, два дракончика на входе очень крутые. Смотрите, кажется, что это просто, ну, какая-то искусственная история, но это все живые растения, то есть это реально засаженные живые бонсаи, обвили все плечом. Ну, вот эти верхние искусственные цветочки. Смотрите, настоящие, настоящие деревья. И вот это все обвило, это все тоже настоящее. Очень круто. Спасибо этому месту. Это было весело. Сандерлд. Такая диснеевская, такая фэнтезийная музычка играет. Фонтанчики. А вот это, кстати, аквапарк. Туда мы не пошли, потому что, ну, это тоже на целый день, сами понимаете. Мы как бы даже этот парк полностью-то не посмотрели. Хотя он не такой уж и большой. Но на водяном аттракционе прокатились легко. Да. Потому что волной там облило. Да, прям райская движуха. Да, зарядочка такая нормальная. Пожрать можно, куча корнеров всяких. Но мы уже поедим, наверное, вечером Плотничкова. Мы уже идем в сторону фуникулера. Какое здесь все красное. Пробираемся все выше и выше. Слева люди на эскалаторе в толпе, короче, едут. Лестница пустая вообще. Никто не идет. Почему? Почему все едут на эскалаторе, но никто не идет по лестнице? Здесь у нас тоже кабиночка есть, одна наверху, другая внизу. Кабинки-то большие. Сколько туда народу помещается? Мне кажется, человек 40. Наш путь лежит вон туда. Прямо к колесу обозрения. Так, самое безопасное место. Что это за символ? Все выше и выше и выше, как песня. Мы стартанули тем временем. Достаточно резко, кстати, это все произошло. Ну что ж, отправляемся на гору. Высота над уровнем моря будет где-то 200 с лишним метров. Колесо обозрения считается не самым большим в мире по конструкции, а самым высоким в мире по расположению. Всего лишь 200 с лишним метров над уровнем моря. Блин, а что она как шатается? Это мы только что переехали в самую высокую точку. Вид, конечно, вообще космос. Это шикарно. Вот эти острова теперь максимально многоуровневые. Так, давайте посмотрим на другую часть города. Вот это мост, по которому мы ехали. Да, офигенно, тоже очень большой. Вот этот маяк, смотрите, мы тоже в каком-то видосе сидели вон там, на этом небольшом пандусе причале. Кстати, можете посмотреть, насколько этот город находится на этапе стройки. Смотрите, все вокруг строится. Небоскребы, новые отели. И там еще пара каких-то островов есть интересных. В общем, тут этот город еще, бро, исследовать и исследовать. Особенно если начать изучать вот эту вот линию островов. Мне кажется, что можно месяц потратить просто на то, чтобы плавать там и ездить по всяким разным турам. Вот это северная часть города, смотрите, как плотно застроен. Мы вчера с Митяем обсуждали, что здесь настолько разнообразная архитектура, просто всех видов. И хай-тек, и замки, и как будто какой-то, я не знаю, даже вестернские пабы как будто иногда попадаются, то есть фасады зданий. Следующая остановка – Мытищи. Выходим. Мы вот только вышли из кабинки, буквально попадаем в какой-то еще один зал. Я пока не понимаю, что здесь происходит. Тоже какие-то фудкорты. Народ стоит в очередь, я так понимаю, что в обратную сторону. А здесь можно пока перекусить что-то, взять воды. Что это такое? Какой-то театр, что ли, происходит или что? Блин, да тут казино. Смотрите, они взращивают детскую игровую зависимость. Эти дети обречены. Она сольет все хватит имущество в казино. Еще выше поднимаемся. Ну что, еще один уровень. Нифига себе, так вот где находится этот VR-парк, а мы-то думали. Мы туда опять
пришли сюда случайно. Бро, слушай, ну вот эта штука, она же, мы проблюемся с нее. Я не буду, у меня Я тоже, потому что... Меня с качелей укачивает, а с VR вот этой штуковины я точно буду блевать. Хотя попробовать очень хочется. Мы сейчас находимся в изучении еще одного яруса всего этого, по ходу дела, парка. Здесь какой-то Magic Land. Бро, ну что, сюда можно? Buy ticket говорит, я вообще куда билеты нашли. Пытаемся понять, что здесь происходит. Вот это с динозавром. Это оказалась просто комната, фотозона. То есть там перевернутый дом какой-то. В общем, какие-то инсталляции неинтересные. Короче, вот такие расценки на все услуги здесь. В кинотеатр 360 стоит сходить 70 донгов с человека. VR два варианта. Если в 720 качестве, это 70 донгов. Если 1080, это 90 донгов. Мы решили сходить вот в этот кинотеатр, просто посмотреть, что это такое. Нас здесь пугают и кошмарят маленькими девочками страшными. 7-минутный фильм ужасов, который можно смотреть вот так, вокруг поворачиваясь. Достаточно прикольно. Вон она, сзади Митяй! Довольно прикольно. Опа! И что? Блять! Недостаточно нам комнаты ужасов, но графика годов 2000-х, друзья, поэтому не страшно. Они вокруг. Бля, они нас окружают, бро. Достаточно крипово, кстати. Вот и все. 7 минут какого-то погружения в хоррор с графикой 2000-х годов духа Silent Hill. Ну, прикольная атмосфера, и, в общем, мы такое любим. Зачет. И мы там были, сейчас получилось, что только вдвоем. То есть Да, не было да. никого, как-то можно было походить, поснимать даже. Да. Ну, походу, тут любителей попугать себя не так уж и много. А, есть еще подъем наверх, то есть еще один этаж выше. Может, это на колесо обозрения уже. Поворотте? Это который делает вот так. Постань-ка с ним рядом, бро. Это не твой дедушка вообще? Вы похожи, мне кажется. Я похож на него? Ну да. Зубами. Он похож на этого. Почему у него глаза фиолетовые? Не знаю. Первый раз выпустил свет глаз. О, это же папа. Нет, это мама, а вот папа. Это мама римский, а это папа римский. Да, интересно, почти как живой. Почти. То есть это восковая фигура. Маму римского не найду. Очень круто сделано. Ну, типа, качественно. Ганди вообще офигеть. Я его немножко по-другому всегда представлял, потому что его изображают обычно в очках в круглых больших таких. А здесь, смотри, ему даже волосы вставили. Да, кстати, очень интересный персонаж. Блин! Вообще, он как живой. Как живой. Да, абсолютно. Что вот я сбоку смотрю, мне кажется, что сейчас он вот так вот повернется и набросится на меня. Да, прикинь, как схватит. Чего? Да, качество прям... Не будешь меня скримить? Вы слышите эту музыку? Ту-ду-ду-ду-ду-ду. А вот Терминатор. Ту-ду-ду. Мне нужна Терминатор побольше, да, должен быть немного, как мне казалось. Все-таки Шварц был повыше, мне кажется. Блин, это круто. Круто, во-первых, то, что это бесплатно. Нет никаких ограждающих штуковин, и можно реально подойти и просто просматривать. Заглянуть, так сказать, ему прямо в душу. Всем фанатам Брюс Ли. Блин, легенда. Блин, почему у них глаза фиолетовые? Смотри, у него гетерохромия. Или, мне кажется, у него немножко косоглазие. Ну, кстати, Джек не похож. Джек не похож. Вообще не похож. И... Файт! Смертельная битва!
проходим в секцию баскетбола. Я не знаю, кто эти чуваки, они, в принципе, все для меня на одно лицо, так же, как и чуваки, которые гоняют мяч по земле или стучат им. Так, вот это какая-то прямо женщина. Это кто такая? Теннисистка, это не наша русская Шарапова, теннисистка? Шарапова? Помнишь, такая была? Блин, я не знаю, ну страшная такая прям. Встань-ка с Марией, бро. Ну так, просто вот представим, что это твоя девушка. Просто ты смотри, это, блин, Мария Шарапова. У нее бицуха больше, чем твоя. Ну что, куда идем? Митяй, кого ты увидел? Опиши. Давайте Я играть увидел в игру. Давайте играть в игру, где ты будешь описывать персонажа, но не говорить, кто это. А вы должны будете угадать, кого же увидел Митяй. Ой, бро, кто Не, это? я не буду ничего Ну, кто описывать. стоит перед тобой? Попытайся объяснить, кто За это. мной стоит частичка из прошлой моей... Какой-то, хотя я не знаю, какой частичкой это может являться. В общем, не знаю я. Бро, давай попробуй. Не буду я ничего Попробуй. говорить. Ну попробуй, смотри, люди не могут угадать, кто это. Тоже это может быть, скажем так, важный представитель Важный представитель. одной движухи. И все. И кто же это такой? Ту-ду-ду-ду, барабанная дробь. Мистер Смит. Агент Смит из «Матрицы». Здесь, в общем, королевская семья. Принц, его жена. Блин, какие они все настоящие. И королева. Гляньте. Бабуля! Знаешь, они из воска, и как будто он поплыл чуть-чуть, да? Или, я не знаю. Подплавился. Ну да. Очень двоякие ощущения вот от этих восковых фигур. Немножко не по себе даже, когда вот подходишь и начинаешь всматриваться. Настолько реалистично это все сделано, что, ну, как-то вот... Блин. В общем, это круто, это круто. Это Черчилль. Сигаретку покуривает и смотрит куда-то таким потерянным взглядом на Линкольна. Самый маленький и самый большой человек в мире. Этот чувак 2 метра 51 сантиметр ростом. Митяй, встань, чтобы примерно было понятно, насколько он здоровый. Это же вообще как ребеночек. А это взрослый чувак. Слушай, они все не заканчиваются и не заканчиваются. Где конец этому всему? Я не имею, что это такое. Ну, какая-то миниатюрная, какая-то дива. Понятно. Дама явно с навыками определенного характера. упоротость. Ты посмотри просто на ее глаза, да она же с говнища. Откуда это вообще? Кто это? Почему у нее такой большой Это женщина с самым длинным языком. Я про такую слышал, по-моему. Офигеть, ну вот это она, походу, дело умеет там всякие вещи языком этим делать. Да, наверное, на многих языках разговаривает раз. Ну или там конверты заклеивать на почте. Это что, руки-базуки, что ли, я не понял? Это Мустафа Исмаил. Смотрите, практически руки-базуки. Походу, он тоже синтолом накачался. Офигеть. Какой-то чувак с удлиненной шеей. У нас там называется самая длинная шея. Самая длинная шея. Какой-то эфиоп. Ну, если здесь есть самая длинная шея, то здесь есть. И самые большие сиськи. Мамасита, мамачита. Смотри, какие сосочки. Что, нравится, Митяй, тебе такое? Ну, не особо, я не любитель таких прям. Ну, в смысле, ты даже вон-то прикладывался уже, я весь себя все видел. Пышные формы. Пабло Пикассо, друзья. Все знают эту формулу, и кто ее придумал. Я, честно, не понимаю, некоторые сделаны супер реалистично. Да. Вот это? Что это такое? Ну да, она как-то не похожа на Мерлин Монро даже. Гиперэмоция какая-то. Да. То есть там она смеялась, а здесь она как будто просто ржет под кайфом. Не похож, не похож. Чуть-чуть есть, но не смогли уловить. Мне кажется, что у него очень сложная мимика, и настолько сложная, что даже скульптор не смог повторить ее, чтобы вот передать прямо вот эту ебанцу мистер Бина. Ой, извините, девушка, можно с вами познакомиться? Это Майкл Джексон.
Не похож. Не похож, нос не его. Мы перемещаемся в зону Голливуда. Дуэйн «Скала» Джонсон. Похож. Ну просто он здесь молодой, а сейчас ему уже, ну сколько ему? Лет, наверное, 50. Похож. Очень круто сделан. Блин, вообще, как настоящий. Народ, а вы слышали такую тему, что на Землю летит какой-то там астероид и думаешь, что это пришелец? Так вот, я хочу сказать, не бойтесь, друзья, потому что мы с моим корефаном Брюсом остановим любое нашествие. Хью Джекман, бро. Хью Джекман. Тоже похож. Вот Хью Джекмана похожим сделали. Дэниел Крейг вообще не похож, Джеймс Бонд. Ну, как-то да, тоже. Я не знаю, сколько это видео уже будет длиться, потому что мы попали в какой-то лабиринт из восковых фигур внезапно, и мы не можем отсюда просто выйти. Он тоже не похож. Так сколько ему здесь лет? Я похож на Ди Каприо? Ну, немножко похож он, кстати, нормально, более-менее. В отличие от, например, там... Да? Ну, так. Молодой просто. Ну, да. Наконец-то мы вышли. Я думал, что этот музей будет бесконечный просто. Этот день реально так подзатянулся, что я немножко прямо охренел. Мы решили по хот-догу съесть, и 2 банки колы вон взял. Перекус вкуса. Едим хот-доги. Идем на колесо обозрения, искать, где оно. Небольшая очередь. Один раз прокрутиться вокруг, это 20 минут где-то занимает времени. Обозначки, перепряточки, штормовое предупреждение. Короче, нам всем говорят, что колесо не будет больше работать. И прямо сейчас начался дождь, смотрите. Все, конец. В общем говоря, всех остановили. Начался шторм, уже идет дождь. Колесо остановилось, сказали, что оно больше никуда сегодня не поедет. Ну, как бы мы ничего не можем с этим поделать. Вот так вот бывает. Ну, в общем, что я могу сказать? Было бы, конечно, классно, если бы мы завершили это видео на вершине с видом на этот ночной город. Но так тоже неплохо. Я считаю, что за этот день для нас и так произошло много всяких прикольных вещей. Возвращаемся обратно. Надеемся, что сейчас фуникулер нас повезет вниз, потому что они могут сказать, что извините, фуникулер и в шторм не будет работать. А если фуникулер нас сейчас не повезет вниз, то каким образом мы вообще будем выбираться отсюда, мы не знаем. Мы будем сейчас пытаться понять, как нам выбраться домой. Видос на этом будет заканчиваться. Спасибо, что потусили с нами сегодня в парке развлечений. Надеюсь, вам понравилось. Ждите от нас новых каких-то приключений. У нас будет сейчас переезд на другой остров. Дальше что-то, я не знаю, что будет происходить. Там куча приключений. Жизнь будет происходить, в общем говоря. Ждите, пишите комменты, ставьте лайки. Благодарю всех. Давайте, скоро увидимся. Пока. Тут какая-то суета началась, все бегают с рациями. Да, штормовое предупреждение, эвакуируют, короче говоря, людей. Мы пытаемся понять, как нам сейчас отсюда добраться до дома. Мы попали в такую ситуацию. Вниз на фуникулере мы спуститься не можем, потому что фигачит шторм вовсю. И нам нужно вызывать такси, мы находимся на другой стороне города. Непонятно сейчас, как нам добраться до такси, куда вообще идти. Все эти менеджеры и ребята, они просто разбежались в такой суете, как будто паника какая-то на корабле. И им, представляете, нужно остановить колесо, снять всех пассажиров. Ну, то есть там караул, сколько проблем. И, в общем, сейчас мы будем пытаться как-то добраться до дома. Так, ну что у нас тут обновление? Нам все-таки не придется, походу, ехать на такси. Мы решили ждать, пока погода восстановится. Они сказали, что мы отвезем вас обратно вниз на фуникулере, поэтому мы гуляем здесь по парку, пока дождик стих. И смотрите, здесь можно немножко залипать на городской пейзаж. Да, погода, конечно, в Халонге такая. Я так понимаю, что здесь частенько дожди. Халонг, город дождей и плавучих островов. Но, знаете, в этом есть какой-то вайб. То солнце, то дождь. И, в принципе, когда это в балансе, это очень классно. Даже комфортно. Фу, ну и денек.
Ну что, все ништяк. Нас отпустило это место, погода улучшилась. Едем обратно домой. Фу. Как хорошо, что все хорошо закончилось. Ну что там народу набито? Нормально. Вот эти все люди. Сверкают.